Всем привет! Наверное, в мире не найдется человек, который не пробовал бы домашнюю лапшу. С ней не сравнятся никакие магазинные макароны. А тот, кто говорит, что покупная вкуснее, вероятнее всего ленивый, либо не умеет ее просто готовить. Приготовить домашнюю лапшу проще простого, и я сейчас хочу вам это доказать. В глубокую емкость разбиваем 2 яйца. Добавляем немного соли и секретный ингредиент – водку. Добавление ее в тесто производит разрыхляющее свойство, говорят одни хозяйки. Вторые хозяйки говорят дезинфицирующее свойство. Ну а я добавляю, потому что так делала всегда моя баба. Далее все немного взбиваем. Далее в яичную смесь добавляем муку и замешиваем тесто. Напоминаем, все граммовки указаны в описании под видео. Пока я вымешиваю тесто, у вас есть возможность подписаться на канал, чтобы не пропускать еще больше простых и вкусных рецептов. Тесто получается довольно-таки тугим, и это нормально. Тесто перекладываем в пакет или заматываем в пленку, или просто накрываем миской и оставляем хотя бы на минут 20, чтобы клейковина в тесте начала работать и тесто стало мягче. А далее обильно припыляем стол мукой и начинаем раскатывать тесто. Тут, конечно, я не говорю, что будет легко. Для того, чтобы раскатать такое тугое тесто, необходимо приложить достаточно много усилий, а тесто нужно раскатать тонко. Но не забывайте поставить лайк, если любите домашнюю лапшу. Ну и вот посмотрите, до такой толщины необходимо раскатать тесто, буквально около 1 мм. Тесто хорошо припыляем мукой и оставляем на минут 10, чтобы оно слегка подсохло. Ну а далее все зависит от того, какую лапшу вы хотите сделать. Если хотите сделать короткую лапшу, то тесто нарезаем на полоски, вкладываем их друг на друга и нарезаем их толщиной около 1 мм. Ну а я же хочу сделать длинную лапшу, поэтому я не буду разрезать на полоски. Для этого я просто складываю тесто. Ну а далее, когда свернули, можно смело нарезать. Тут уже по желанию, можно нарезать толщиной около 1 мм, а можно нарезать и на более широкие полоски, около 5 мм. Кстати, лайфхак, если делаете для себя, нарезая по 5 мм, вы намного быстрее нарежете, чем по одному. Ну а у нас вот такая прикольная гармошка из нарезанной лапши получилась. Далее нарезанную лапшу разделяем руками и слегка присыпаем мукой. Такую лапшу можно сразу отправлять вариться. Также такую лапшу можно хранить в морозилке. Она ничем не будет отличаться от замороженных полуфабрикатов в магазине. И забегая наперед, нет, она не слипнется. И, кстати, знаю людей, которые делают на этом бизнес. Так что возьмите на заметку. Но при этом ее можно высушить при комнатной температуре и далее хранить ее как готовый полуфабрикат. Как вы видите, процесс немного трудоемкий и не каждый решается его делать, но домашнюю лапшу любят все. Поэтому если у вас есть руки и желание, то почему бы не поиметь денег с ленивцев?
Кстати, лайфхак. Высушить такую лапшу можно очень быстро в духовке при конвекции. Ну а мы отправляем сразу варить нашу лапшу, поэтому в кипящую подсоленную воду кладем лапшу и варим максимум 3 минуты, что очень удобно и вкусно, когда очень хочется есть. Вот такая аппетитная и вкусная лапша в чистом виде у нас получилась. Ну а как ее приготовить еще более круто и вкусно, смотрите наше следующее видео. Ну а я уже пошел есть. Всем приятного аппетита!